Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание нашим купюрам в кошельке и поговорим о том, как же правильно подобранные цифры на купюрах могут привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь, в ваш кошелек и стать сильным денежным талисманом. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Секрет вашего процветания и богатства напрямую зависит от того, какие цифры встречаются вам на деньгах, будь то купюры или монеты. Ваша энергетика оказывает влияние и на ваш финансовый успех. От нее зависит, в каком количестве деньги будут поступать к вам. Когда деньги оказываются у вас в кошельке, то обязательно обращайте внимание на цифры, потому что именно цифры обладают сильной денежной энергетикой. И если научиться управлять этой энергетикой, то вы действительно сможете достигнуть успеха в финансовых делах. Но здесь есть несколько важных секретов. Во-первых, вы должны желать не денег, а вещь, которую вы бы хотели иметь в своей жизни. Не будьте скупым. Делайте всегда подарки своим близким, а также хотя бы небольшие суммы своих денег отдавайте на благотворительность. Такими поступками вы активизируете денежную энергию. Деньги начнут появляться у вас. Также не нужно экономить на себе в таких случаях, как праздники и дни рождения. Старайтесь вкладывать деньги в бизнес, чтобы они находились в движении. Помогайте тем, кто в них нуждается. Для привлечения денег вы хотите положить в свой кошелек так называемую неразменную купюру. Но в этом случае важно выбрать такую купюру правильно, обратив внимание на цифры на ней. И это должны быть только счастливые цифры. Поэтому, если на вашей купюре есть шестерка и четверка, то знайте, это очень удачные цифры. Они увеличат ваш капитал, а финансовая удача будет сопутствовать вам. Это числа, отвечающие за гармонию и стабильность в вашей жизни. Если мы говорим о цифрах 2 и 7, то эти цифры считаются, к сожалению, неблагоприятными. Купюры с такими цифрами необходимо потратить в первую очередь, притом на то, что быстро уйдет из дома. Например, это мы говорим о еде, о какой-то бытовой химии. Если мы говорим о цифре 1 и 8, эти цифры на купюрах для накопления. Они будут притягивать к вам деньги и смогут преувеличить ваши сбережения. Супер счастливой считается банкнота, которая имеет в себе цифры из кода дня вашего рождения. Например, код 8 в таком случае можно рассмотреть как то, что у вас будет шанс разбогатеть. Если вы получили деньги, будь то зарплатой или от продажи какой-то вещички и так далее, подбросьте их над столом. Та купюра, что упадет ближе всего к вам, и будет вашим талисманом, притягивающим к вам деньги. Но это не единственный метод для того, чтобы найти свой талисман. Если вдруг в вещах, которые вы не носите, найдется купюра или монета, значит, эти деньги не хотели вас покидать. И используйте их для привлечения удачи. Положите эту денежку в кошелек и не отдавайте ее никому. Это и будет ваш денежный талисман. Принести удачу может купюра, в номере которой есть 3 семерки. Идеально, если они расположены подряд. В данном случае цифра 7 говорит об успехе, достигнутом не в результате труда, а в результате случая, то есть везения.
Цифра 8– это символ процветания и богатства, и если в купюре большая часть цифр восьмерки, то такая купюра принесет вам благосостояние, причем не маленькое. А если вы в купюре обнаружили 4 нуля, то вы знаете, вам очень круто повезло. Ее обязательно нужно хранить в кошельке. Она как бы закольцует ваши деньги, и они будут перемещаться по кругу, то есть возвращаясь к вам постоянно. Очень сильную энергетику имеет купюра, где есть номер, соответствующий вашей дате рождения. Например, 25 января 1951 года. Поэтому на вашей купюре должны быть пары таких цифр: 2 и 5, 0 и 1, 5 и 1. Такая купюра – магнит для денег. Если вы заработали деньги без чьей-либо помощи, то любая купюра из них может стать вашим талисманом. А если вы собираетесь хранить деньги, то, возможно, стоит вопрос, в каких же купюрах это правильно делать, чтобы не спугнуть денежную энергию. Так вот, цифры 0 и 1, они равнозначны. Цифра 2. Сейчас мы вас расстроим, но цифра 2 – это цифра бедности и потерь. Поэтому, если речь идет о деньгах, то нужно остерегаться цифры 2. И если одолжить, например, 20, 200, 2000, то нет гарантии того, что эти деньги вернутся к вам. Кроме того, у кого кто их одолжил, также не будет никакого толка. На них не будет ничего куплено, но будет все потрачено. Поэтому, если вы купите вещь, цена на ярлыке, на которой будет начинаться на цифру 2, то вы знаете о том, что вы очень скоро в ней разочаруетесь. Не стоит хранить деньги и в двух кошельках. В этом случае двойка – это символ обмана. Цифра 3 больше говорит нам о движении денег, то есть расходах, чем о накоплениях. Поэтому хранить сбережения в сумме 30, 300, 3000 не стоит. Такая сумма будет постоянно тратиться, и сохранить вам ее не удастся. За сумму, которая начинается с цифры 3, можно делать важные покупки. Но если в сделке присутствует цифра 3, то лучше от нее отказаться. Цифра 4 – это стабильность, предсказуемость, надежность и гарантия. Если вы отложите 40, 400, 4000, то ваши деньги не пропадут. Тратить их будете тогда, когда сочтете нужным. Эта цифра говорит о разумной трате и возможности правильно спланировать свой бюджет. Цифра 5 предлагает начать с легкостью тратить нам деньги, распорядиться тем, что вы заработали. Она не только располагает к расходам, но и позволит увеличить капитал в будущем. Хранить суммы 50, 500 и 5000 не нужно, так как все равно вы начнете их быстро тратить, что принесет вам удовольствие. Цифра 6 – это рутина. Это сумма денег на самое необходимое. Это зарплата, это заработки, это деньги на еду, на ремонт одежды и обуви, выплаты за рассрочку. Если мы говорим о цифре 7, то эта цифра опасная очень для денег. Она создаст сюрпризы и такие ситуации, которые трудно объяснить. Цифра 7 – это бедность, это нужда. А вот суммы 70, 700, 7000 не нужно хранить, давать и брать в долг никогда. Эти суммы просто-напросто пропадут или, возможно, принесут вам даже несчастье. Цифра 8 символизирует движение денег. Она говорит об их поступлении из разных источников. Успеешь за колесом фортуны, значит обретешь богатство. Нет, останешься ни с чем. Цифра 9 – это купюры, с этими цифрами лучше тратить на какие-то культурные проекты и благотворительность, так как такие купюры, к сожалению, не приумножат ваше финансовое состояние. Друзья, теперь вы знаете, что говорят
цифры нам, которые у нас есть в руках, в нашем кошельке, в нашем в тайном месте. Вы можете подобрать себе ту купюру и сделать ее неразменной. Вы можете сделать своим талисманом, и таким образом она будет приумножать ваш капитал и притягивать к вам денежную энергию. Поэтому используйте мудро цифры в вашем кошельке, которые есть на банкнотах. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации были важны и полезны для вас. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.